Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео о моей коллекции раскрасок. Очередная часть. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. И сегодня покажу раскраски от Гербера Заноса. Начнем. Ну вот как они лежат, так и начнем. Хрупкий мир. Вот как вышла она, я ее заказала в Бук24 29 января 2021 года. Я ее, по-моему, заказала, и она мне одной из первых пришла. Я была очень рада, она какая-то принципиально другая. Вообще этого иллюстратора очень люблю, и ну здесь вообще классно. Это вот не так давно я делала, ну в смысле видео я снимаю 16 апреля, выйдет оно позже. Вот еще здесь раскрашено. А вот здесь все передается верно, а сухая пастель у меня всегда камера передает более бледно. Так, ну что, сейчас еще что-то хотелось бы, конечно, по порядку. Вот пандочка, летучая мышь или кто там. Такой вот две иллюстрации. Здесь мне нравится, я натирала все после Мэджика салфеткой бумажной. Ну, в общем, вот такая у меня иллюстрация раскрашена. Что-то здесь не очень удобно листать. Это, в принципе, мне нравится. Даже бабочки тут прикольные. К слову, довольно-таки, как по мне, много раскрашено. Не, ну у кого-то больше, наверное. Но иногда я пропускаю какие-то месяцы. Вот у меня еще две иллюстрации такие. Я тут много крашу манделузами, плюс могу добавить вот на эти снежинки и так далее, гуашь где-то. Иногда акрил, что под руку попадется, в общем-то, то и добавляю. Так, и здесь вроде бы что-то еще. Сейчас посмотрим. Мне кажется, где-то ближе к концу. Вот это вот. Дьяволы какие-то, что ли. Я забыла, как они называются. Так, ну и сейчас вот здесь в конце посмотрю. Может быть, что-то. Нет, все. Это вроде бы все, что было раскрашено. Далее идут геоморфозы. Здесь мы и тут раскрашивали с Оксаной, и здесь. И геоморфозы у меня уже законченная раскраска. Надо будет здесь склеить, пока не поздно. Вообще в раскрасках Гербера Заноса я много использую манделузы с размытием. Давайте пролистаем. Здесь что-то ярко, что-то бледно. Но в основном почему-то здесь получается бледновато. Тут у меня, правда, еще акварель в кюветках, потому что односторонние иллюстрации. Но, как известно, многое протекает. Здесь мне вот эта часть нравится, вот это нет. Ну, вернее, не то, что не нравится, но мне нравится смотреть по отдельности, или на это, или на это. Я вообще долго не приступала к той иллюстрации. Вот, а небо мне нравится как тут, так и тут. Ну, собственно, мне тоже писали комментарии, что да, нравится. Вот это мне тоже нравится. Здесь перламутровая акварель, плюс, по-моему, просто акварель. Или акварельные карандаши, гелевая ручка. Здесь, конечно, бледновато.
Вот это мне понравилось, как получилось. Это у нас с Оксаной был совместник. Мы выбирали одну иллюстрацию, одни и те же карандаши, одни и те же номера. И нам было вот интересно посмотреть, что же у нас получится. Тут все раскрашено, только я здесь использовала серый, серебро. Вот. Ну вот решила так. То есть можно это раскрасить как лес, а можно как облачка. Вот я так и делала. Еще вот это. Рыбки. Ну, в общем, как-то так. Но, разумеется, это я красить не стала. Следующее мифоморфозы. Тут, ну, одно время, пока у меня не появился этот вот хрупкий мир, я раскрашивала 6 раскрасок каждый месяц, ставила в планы. Но, честно, потом мне это дело поднадоело, и я решила взять... Мы взяли с Оксаной хрупкий мир и геоморфозы, остальное отложили. Потому что хрупкий мир была для нас новая раскраска, а геоморфоза как раз можно было закончить. Вот эта мне иллюстрация нравится. Это, в принципе, тоже нравится. Ну вот только вот это нехорошо, то что раскрылось, а там не прокрашенное. Ну, не хотелось мне на тот момент ломать раскраску. Я уж думала, как сломается сама, так и да. Это я в Питере раскрашивала. Но, наверное, не стоит жалеть, если раскраска все-таки проклеена, ее лучше не жалеть, потому что, дабы потом не делать вот эту лишнюю работу, потому что это все придется закрашивать в конечном итоге. Таким образом, у меня получалась одна иллюстрация в месяц, иногда вот один разворот, но вот этот меня уже добил. Я его давно хотела раскрасить, все как-то откладывала, и в итоге он меня добил, почему я решила все это забросить. Вот эти две иллюстрации космические мне очень нравятся. Здесь еще голографические блестки луч. Здесь вот так фактурненько, потому что добавлен или акрил, или гуашь с помощью губки. Но в целом это тоже мне нравится. Нормально. И то, и другое. Вот это, в принципе, хорошо. Манделузами тоже красила, и перламутровая акварель, и акрил или гуашь. Еще мне понравилось, как получилась вот эта иллюстрация, только ее теперь нужно бы заново натереть салфеткой для блеска, потому что я изначально ее натерла, но поскольку другие страницы раскрашивала, а это же все-таки в карандашах воск присутствует, ну, в общем. Это так себе, что-то нравится, что-то нет, но в целом нормально. Следующее — это метаморфозы. Тоже пойду по привычке с конца для удобства. Тут получается лошадь, там единорожка. Ну вот, короче, так раскрасила. Фон, разумеется, также есть. Сухая пастель и выглядит поярче. Меня это очень напрягает. Вот это мне
в целом нравится. Рядом ушастый сопит, если что. Тут металлики и так далее. Сухая пастель. Вот есть еще такие иллюстрации, они мне тоже нравятся, как получились. Ну вот этот разворот тоже неплохой. Этот так себе. Меня всегда раздражает, когда вот так вот делают, портят. Непонятно, зачем такие делать развороты. Можно все-таки придумать другую компоновку. Вот это мне нравится. Поезд. Здесь тоже перламутр и просто акварельные карандаши с размытием. Это я в 2 захода, не сразу раскрашивала. Ну, вроде как я припоминаю. Аниморфозы. Вот. Тут надо дорисовать, но я покупаю раскраски. Я люблю раскрашивать, я ничего дорисовывать не собираюсь и делать за автора его работу. Вот это мне нравится, как получилось. Тут вот в 2 захода, сначала одну, потом другую. Наверное, сначала эту, потом эту, потому что все-таки выцветают постепенно. Причем там разница большая была. Этот петух в целом мне нравится. Хамелеон, даже несколько. Вот такой разворот. Здесь тоже, по-моему, я губку использовала немножко. Это был акрил перламутровый. Этот, конечно, разворот в той или иной вариации почти во всех раскрасках у Керби присутствует обязательно. Далее 2 такие рыбки, тоже в разное время раскрашены, мне кажется. Здесь еще перламутровая акварель, карандаши, сухая пастель, гелевые ручки. На фоне акрил из Ашана в тюбике. Потом сверху нанесена, по-моему, ну и блестки нанесены, и перламутровая акварель нанесена. Ну вот так получилось. В целом интересно. Опять же, я не стала заморачиваться с дорисовкой. Вот эти, в принципе, нормально получились змеюки. Фон более яркий. Я бы сказала, сильно ярче, чем здесь. Ну, в общем-то, и все. Мироморфоза, эта раскраска у меня первая появилась. Так. В марте 2020 года. Это мне Алла на день рождения дарила. Сначала я один ботинок раскрасила, не помню какой. Потом второй. Дальше, извините за такой звук. Ну, раскраской грохнула по этому самому. Не так давно раскрашивала фон гуашью из Вкусвилла. Но это то же самое, что Эрих Краузе. У меня 2 варианта. И карандаши. И карандаши я, как видите, натирала, чтобы блестели. Была разница. Типа глянцевая и матовая.
Две вот такие иллюстрации, они мне вполне нравятся. Тут мэджики в том числе. Вот это очень нравится. Здесь еще голографические блестки немного. Ну, вот они видны на камеру, но так как они в жизни играют, это вообще вот здесь, вот везде. Тут, в общем, одна из любимых иллюстраций. Тут все гораздо проще, но замок получился хорошо, в принципе, фон. Вот эта верхняя часть. Рыбка. Вторую пока не крашу. Вот это. Кто-то видит огрызок яблока, кто-то лисичку. Это и так верно, потому что это, опять же, все превращение. Собственно, в этом и смысл этих раскрасок. Одну руку раскрасила, у Оксаны, по-моему, обе руки раскрашены. Ну, вот это мне нравится здесь. Металлики использованы, сухая пастель, ручка. Так, дальше. Это тоже неплохо. Но это так себе. Надо было, конечно, здесь все-таки Magic использовать. Вот эти две мне очень нравятся, как получились. Опять же, здесь все поярче, но, правда, здесь акварель. Акварельные карандаши, Монделуза с размытием. Но, в общем, чуть более ярко. Вот это нравится. И фантоморфозы. Вот иллюстрация. Здесь я паука черной гелевой ручкой с блестками раскрасила с Алиэкспресс. Потом вот у меня тыковка. Тыковка и по контуру добавлены гелевые ручки немножко. Потом вот это. Честно, такое себе. Ну, не все я понимаю, как раскрашивать. Вот это нормально. Тут и металлики, и все такое. Вот это мне нравится. Это акварель в кюветках и преимущественно гамма. Кошак. Тут тоже и металлики, карандаши, и Монделуза с размытием. Вот это мне нравится. Здесь мэджики и металлики. Вполне себе вот эта иллюстрация. И вот это. А на фоне какая-то тушь. Даже штемпельная краска какая-то, что-то такое. И, по-моему, пищевой перламутр я добавляла. А вот это хорошо. Ну, это тоже тыква. Так, вот это я раскрасила. Вот. И вот эту страничку. Ну вот, это все раскраски от Кербера Заноса.
видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мой инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, интересных раскрасок, хорошей канцелярии. Всем пока-пока.